Здравствуйте. Сегодня важный день на самом деле очень у меня. Сегодня 6 июля. Сегодня я ушел со своей работы, на которую ходил с 2019 года. Сегодня 2026 год на дворе. Вот представьте, это, грубо говоря, 7 лет. Работа хорошая. Я ее, в принципе, не считаю как работой. Она мне была как мое хобби. То есть это было связано с продажей минеральных удобрений. Это мне дается, и давалось легко. То есть это коммуникация с фермерами, с агрономами, с различными предприятиями, торгующими, которые просто покупают минеральные удобрения. Там азотные, комплексные. Пришел я туда тоже по каким-то таким обстоятельствам, которые сложились судьбою. Очень интересно. Меня уволили с предыдущей работы из-за того, что там компания, которая была по менеджменту слабая. То есть они не знали, как с работниками. То есть всех, знаете, под одну общую копирку. И как бы у нас просто было несогласие мнениями, скажем, и как бы попрощались. Или попрощались со мной. И в принципе я тогда уже настроен был уходить. Оставаться я тогда не собирался. И как бы товарищ мне рассказывал за удобрения. И в общем так по чуть-чуть я пришел. Это была тоже интересная история. Я хотел именно работать в этой компании. И я пришел, спрашивал, есть ли место. Сказали, нету места. Все вакансии заняты тогда были. Но я говорю, можно я попробую. 3 недели ходил. И потом говорю, можно я бесплатно буду работать. Попробую дать какой-то результат, показать, как это. И, в общем, мне все-таки дали шанс. И я усердно пытался как-то продать эти удобрения, выкладывать где-то. И по чуть-чуть у меня там была стопочка там счетов. 1 тонна, 2 тонны, это как бы смешные счета, но она у меня росла. И по итогу мне через первый месяц сказали, мы тебя возьмем, и у тебя будет относительно, хорошая зарплата, скажем, да. Я тогда сказал, не надо мне платить пока зарплату. Думаю, пока еще ее не оправдаю, потому что такого количества продаж не было. То есть я идейно подходил к этому вопросу тогда. И знаете как? Проходит 3-4 месяца где-то. Я еще в один из этот период, у меня закончились деньги, я попал на деньги. И помню, захожу когда-то в столовую, ем там на 60 гривен. Мне кажется, это дорого. Реально такой был интересный период. И, кстати, мне тогда приснился такой сон. И помню, после этого сна все начало меняться в лучшую сторону. Но не суть. И потом, через 4 месяца я начал уже говорить, что я начал какие-то продажи делать, могу получать зарплату, и только на 4-й месяц я начал получать. А так я туда ездил, разумеется, на своей машине, у меня тогда Lancer 10 был, то есть заправлял, какие-то расходы постоянно были, попадал, то есть как бы не было финансирования моих расходов, да, я то есть их со своего кармана на тот период как-то где-то, дабы продвигать, как-то о себе давать знать, максимально там рассылки и все прочие вещи, которые были. И по чуть-чуть на энтузиазме. Звонил, общался. И какую-то базу себе наработал. И работал по ней, и отлично влился в коллектив, дружил. В общем, все классно. Но через время, даже не знаю, как описать и в какой период это началось, я начал чувствовать, что что-то хочу в жизни менять. Что все-таки я не хочу, чтобы моя жизнь сводилась к продаже удобрений. Я боюсь, что я состарюсь так. Останусь в этом городе, останусь на этой работе. Хотя работа очень хорошая, друзья. Условия просто идеальные. Правда. Просто даже озвучивать. Тут не то, что грех жаловаться, а во всех смыслах. Но все равно я ощущал такое сначала легкое какое-то ощущение, что надо все-таки быть полностью своему времени и распоряжаться им так, как я хочу, там, да, даже элементарно сходить на английский, тогда, когда я хочу, заниматься зарядкой до того времени, пока я хочу, или оставаться на речи до того времени хочу, потому что все равно у нас такого не было, что на тебя кричат или штрафуют, у нас настолько понимающее отношение было, но я как человек ответственный, я понимаю, что нельзя, другие люди смотрят, и надо нести зону
ну, как бы ответственно подходить ко всему и всегда быстренько как бы пытаешься прийти, помыться, собраться, поесть и как бы ехать, знаете. Ну, и все равно как бы такой резонанс был в душе и ощущения. И когда ты привыкаешь к чему-то, ну, представьте, 7 лет работать, уйти, переехать, начать по-другому, и у тебя твой день по-другому проходит, мысли по-другому. Все-таки это тяжело, ну, по крайней мере, мне. Ну, хотя, я думаю, многие люди склонны находиться в зоне комфорта, в безопасности, знаете, перемены там. Это страшно, тяжело, тем более там такое время сейчас не самое простое, да, есть нюансы. И вот сегодня я к этому дню, наверное, долго шел, решался. И пришел, основательно поговорил. И мне так понравился разговор на самом деле, после которого теплые очень на душе ощущения, которые ты испытываешь, и они греют. И все-таки я ушел, набрался сил, и посмотрим, как будет слаживаться жизнь моя дальше. Не знаю, как эта мысль все-таки так укоренилась и укрепилась. Разумеется, с помощью Бога. Только вот пока непонятно, благословение это или наказание. Посмотрим, как будут слаживаться мои дела и обстоятельства дальше. Самому очень интересно. У меня запланирован переезд в Киев. И будем пытаться развиваться там. Так же самое с моего города, в котором я 27 лет живу. 27 лет, друзья. К которому я привык, в котором я все знаю, в котором я чувствую себя комфортно, безопасно. Но он маленький, понимаете, тут население около 250 тысяч. И я когда задумаюсь, неужели вся моя жизнь тут пройдет? Неужели так она и будет сводиться по этим же и улицам? И она, в принципе, знаете, к чему начала во многом сводиться мой досуг? Это покушать и фильм посмотреть. Ну и немножко где-то пройтись, прогуляться. Поэтому это видео не несет никакого характера рекомендационного. У меня уже набралась какая-то аудитория, 93 подписчика. Ну и так же самое, мне приятно запечатлеть этот день. Вот буквально я час назад, как уехал, зашел в любимое мое место, заведение, взял пасту, любимую мою, поел ее. И у меня, знаете, какая мысль мне пришла? Кто читал роман графа Монте-Кристо, и там говорится, когда Эдмон попал в замок Ив, ему было 18, а выбрался, когда, по-моему, 33, не помню, дословно. Вот и я так, только это, конечно, не замок Ив, не темница. Ну, сам другой момент тут. Вот у тебя часть жизни, которую ты прожил, оставалась в этом месте. События и все прочее, что сводилось за эти 7 лет, они находились там. И когда ты идешь, ты переворачиваешь страницу, и наступает новая страница. Новая глава, друзья. И до чего же это приятно? Приятно, когда ты знаешь, что тебя ожидает что-то новое, когда тебя ожидают перемены. Как меня стало пугать, друзья, в последнее время ощущение от рутины, которая изо дня в день идет, знаете. Вот я, как в мультике «Мадагаскаре», когда Алексу говорит: нужна новая струя. Бум-бум-бум. Вот что-то в этом духе, знаете. Когда ты видишь все постоянно, у тебя жизнь идет в одном монотонном движении. И понимаешь, что года пройдут, не буду ли я жалеть, а?
Не буду ли я жалеть и бояться то, что не поступился страху своему в зоне комфорта, друзья? Подумал, возможно, лучше все же пожалеть, отступиться, ошибиться, дабы это, если мое наказание, поплатиться, не знаю, как правильно сказать. А если это благословение, поблагодарить. Время покажет, пока не знаю. Но ощущения и предвкушения очень приятные. Поэтому, друзья, спасибо вам. Буду вещать с вами, общаться. Кому не тяжело, подписывайтесь. Ставьте лайк, пожалуйста. Ну, а если у вас был похожий опыт в жизни, уходили ли вы так, какие испытывали вы ощущения, либо же наоборот, вот у вас закрадываются такие мысли в вашу голову, и если это так, то какое время вы уже их носите? Это очень интересно. Напишите мне, пожалуйста, и расскажите. Всем спасибо, друзья. Всех обнял.